Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить запеченную индейку. Это отличный повод создать праздник вкуса для себя и своих близких, потому что у индейки очень вкусное, к тому же диетическое мясо. Я сегодня буду готовить бедро индейки и очень вкусный соус к нему. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Мягкое сливочное масло разминаю вилкой. Это масло со специями я буду загонять под шкуру, а также смазывать им все бедро. Выдавливаю пару зубчиков чеснока. Добавляю цедру лимона и лимонный сок. Мелко нарезаю петрушку и отправляю в масло. Добавляю свежемолотый черный перец и соль. Перемешиваю. И еще вливаю немного оливкового масла. Оно не даст сливочному подгореть. Еще раз хорошо перемешиваю. Масло отставлю ненадолго и подготовлю лук. Он будет служить подушкой для мяса, а затем я буду использовать его при приготовлении соуса. Я нарезаю его кольцами, но это не обязательно, нарезайте как хотите. Нарезанный лук раскладываю на дно формы, в которой и буду запекать мясо. Теперь займусь индейкой. У меня сегодня бедро, оно без кости. Его нужно приправить. Хорошенько втираю соль. Затем свежемолотый черный перец. Сейчас я поддеваю шкуру с одной стороны так, чтобы образовался такой кармашек. Аккуратно отделяю шкуру от мяса. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Теперь беру примерно половину сливочного масла и отправляю его в кармашек. Распределяю его под шкурой. Стараюсь сделать это равномерно. Ароматное масло начнет таять и будет пропитывать мясо индейки. Оставшимся маслом смазываю бедро со всех сторон. Укладываю в емкость для запекания и остатки масла выкладываю сверху. Добавляю еще пару зубчиков чеснока в форму. Этот чеснок также потом пойдет в соус. Накрываю все пищевой пленкой и оставляю индейку мариноваться хотя бы на 2-3 часа при комнатной температуре. У меня на канале есть еще один рецепт запеченной индейки с апельсинами и айвой под клюквенным соусом. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. У меня прошло 2 часа. Снимаю пленку и ставлю индейку в разогретую до 180 градусов духовку пока минут на 40. Затем время можно будет скорректировать. Время от времени я поливаю индейку смесью растаявшего масла и выделившегося сока. Прошло 45 минут, индейка готова. Достаю ее на тарелку и накрою фольгой. Она немного отдохнет, а я быстро приготовлю соус. Перекладываю в сотейник все, что осталось в форме после запекания, и всю жидкость в том числе. Добавляю туда ягодный джем. У меня красная смородина, можно взять клюкву или бруснику. Если нет джема, то добавьте мед или сахар. Должно быть что-то сладкое, так как сейчас я добавлю сидр, и он даст кислинку. К тому же у нас там есть лимон. И еще немного тимьяна.
Перемешиваю и ставлю на плиту. Довожу до кипения и провариваю минут 10. После чего, не снимая с плиты, пробиваю всю массу погружным блендером. Соус можно оставить и в таком состоянии, но я хочу его немного загустить. В мисочке у меня мука. Отбираю немного соуса и перемешиваю с мукой, чтобы не осталось комочков. Затем вливаю эту густую массу в соус, завариваю еще минуты 3 и готово. Поливать индейку нужно именно горячим соусом. Поэтому я быстро нарезаю ее кусочками. Она еще не успела остыть, еще очень горячая. Мясо нежное и сочное. Поливаю сверху соусом и можно пробовать. Для сегодняшнего рецепта мне понадобилось бедро индейки весом 1 кг, 100 граммов сливочного масла, цедра 1 лимона, сок половинки лимона, петрушка, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, свежемолотый черный перец. Для соуса 1 луковица, 2 зубчика чеснока, тимьян, 2 столовые ложки ягодного джема, 1 стакан сидра, 1 столовая ложка муки. И вот такое замечательное блюдо получилось. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты мяса в духовке смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!